Воспаление седалищного нерва. Узнаете себя, когда у вас перекошена походка, то есть вы делаете наклон либо в одну, либо в другую сторону при ходьбе. Это один из самых распространенных диагнозов и один, кстати, из моих самых любимых. Знаете почему? Потому что мы очень успешно с ним справляемся. 5 упражнений, которые моментально снимут боль и помогут забыть раз и навсегда о таком заболевании, как воспаление седалищного нерва. Поехали! Друзья, всем привет! Вечер, четверг. Меня зовут Максим Мамчур. Я специалист по физической реабилитации. Я основатель сети центров кинезитерапии «Здоровый рух». Сегодня хочу вам рассказать очень актуальную тему, такую как воспаление седалищного нерва. Это один из самых распространенных диагнозов, с которым обращаются к нам пациенты. И один, кстати, из моих самых любимых. Знаете почему? Потому что мы очень успешно с ним справляемся. Узнаете себя, когда у вас перекошена походка, то есть вы делаете наклон либо в одну, либо в другую сторону при ходьбе. Когда делаете шаг вперед, вы чувствуете жгучую, тянущую боль по задней, либо по боковой поверхности ноги. Если вы попробуете разогнуть ногу до конца, то есть либо поднять ее выше 90 градусов, вы обязательно почувствуете прострел. Обязательно дискомфортное и жгучее состояние по задней поверхности бедра, вплоть до пятки при утренних подъемах. Уменьшение боли происходит только когда мы расходимся несколько часов, 2-3 часа, то есть из жизни утреннего времени выпадают. Что нам предлагает классическая медицина? Мы приходим к невропатологу, нам назначают нестероидное противовоспалительное, нам назначают физиопроцедуры, и все бы ничего. Но ровно до того момента, пока мы выполняем эти процедуры и принимаем пилюли. Как только мы заканчиваем процесс лечения, боль возвращается. Массажисты, костоправы, мануальщики, иглоукалывание, гадалки, выкатывание яйцами. Это все те инстанции, которые вы проходите с болью по задней поверхности вашего бедра. И, скорее всего, они вам не помогают. Знаете, почему ничего не помогает? Да все просто. Защемление, скорее всего, происходит не на уровне межпозвонкового диска, как это обычно рассказывают нам невропатологи. Чаще всего в моей практике я встречаю компрессию на уровне грушевидной мышцы. Хочу разобрать подвздошно-поясничную, ягодичную и грушевидную мышцу. Задача подвздошно-поясничной – выводить ногу вперед. Задача ягодичной мышцы – выводить ногу назад. То есть это две важных мышцы при ходьбе. Чаще всего вследствие того, что ягодичная мышца перестает полноценно выполнять свою работу, то есть, соответственно, нога некачественно отводится назад, ягодичной мышце начинает помогать синергист, так называемая грушевидная мышца. Ее задача делать ротацию ноги в сторону. Соответственно, если длительное время она выполняет не свою работу, а служит синергистом, она перенапрягается, укорачивается и на своем уровне сдавливает седалищный нерв. И вот тогда у нас начинает болеть нога. 5 упражнений, которые моментально снимут боль и помогут забыть раз и навсегда о таком заболевании, как воспаление седалищного нерва. Поехали! Первое упражнение – так называемый растягивающий шаг. Одна нога. В данном случае возьмем левая нога, меня беспокоит. Левая нога у меня болит. Соответственно, я на нее просаживаюсь на ягодицу и левой рукой тянусь вперед, а левой ногой тянусь назад. Хочу обратить ваше внимание, что у меня оттягивается сзади носок. Я сижу на ягодице, которая максимально растягивается, и рукой максимально стараюсь вытянуться вперед. При этом правая рука у меня находится на локте. Поднялся в исходное положение и снова также на вторую ногу. В это время левая, которая у нас выздоравливающая, восстанавливается. Поднялся, добавил выдох диафрагмальный,
просел снова на левую, растянул. Если при глубоком приседе вы будете ощущать боль, не заходите в самую остроту. С каждым разом просто старайтесь увеличивать амплитуду приседания на левую ногу. Выдох будет облегчать движение, соответственно, вам будет легче переносить дискомфортные ощущения. Перед началом нашей гимнастики я рекомендую за час заморозить льда. После первого упражнения достать этот лед, приложить в область грушевидной мышцы, то есть в область эпицентра боли, холодовой компресс на 5-7 секунд. Не бойтесь, при кратковременном холодовом компрессе у вас не произойдет еще больше воспаления. Наоборот, вы сузите сосуды, после чего мозг начнет максимально давать кровь, расслаблять мышечные волокна, и, соответственно, будет уменьшаться давление и компрессия на седалищный нерв, боль будет отступать. Второе упражнение – ягодичный мостик по одной ноге. Левая нога выздоравливающая, правую мы кладем наверх, руки вдоль, на выдохе мы поднимаемся вверх и стараемся ягодицу сокращать в исходное. На выдохе вверх в исходное. Поясницу стараемся не переизгибать. То есть исключить вот такое вот высокое поднимание. Поднимаемся до уровня ровной спины и напряжения ягодичной мышцы. Обязательно на выдохе. 15-20 повторений, после чего перекладываем ногу, кладем левую ногу на правое колено. Мы почувствуем моментально растяжение и дискомфорт. При этом очень мягенько попытались нажать рукой на коленный сустав и на выдохе подниматься. В этом положении вы будете ощущать облегчение. В этом вы будете чувствовать натяжение седалищного нерва, соответственно, боль. Не бойтесь этой боли, заходите в нее очень плавненько, очень мягенько, с каждым разом надавливая сильнее, соответственно, увеличивая амплитуду. Вверх рука может согнуться, вниз рука максимально надавливает. Вверх согнули, вниз надавили. После данного упражнения обязательно повторяем процедуру с холодом. Третье упражнение я предлагаю вам сделать с резиной. Цепляю резину внизу, цепляю резину к ноге, ложимся на пол. Начинаем с ноги, которая у нас выздоравливающая. Голова лежит, согнул, вышел в исходное. Согнул, в исходное. В исходное. Таких примерно 15-20 повторений. Стараемся удерживать колено на полу, максимально пяткой доставать к ягодичной мышце. Если 15-20 повторений вам показалось недостаточно, можно увеличить до 30-50, в зависимости от вашей физической подготовки. Вы должны почувствовать, что задняя поверхность бедра у вас максимально прогрелась, и гиперемия, то есть циркуляция крови в задней поверхности бедра увеличилась. Многие из вас задались вопросом, где взять подобную резину. Друзья, я думаю, что если вы пропишете в гугле резина для фитнеса, вам выдаст предостаточное количество магазинов, в которых можно приобрести онлайн. Следующее, четвертое упражнение, также с резиновым эспандером. Лежа, резиновый эспандер цепляю за стопу. На выдохе, медленно, не спеша, поднимая ногу вверх, подтягивая резину, стараясь вывести ногу в максимальную амплитуду. Идеально это, конечно, 90 градусов, но, скорее всего, у вас не получится поднять даже на 45 градусов. Поэтому с каждым разом, увеличивая амплитуду, мы добавляем ход движения ноги, подъема ее вверх. Обязательно сопровождаем выдохом. Опустили. На выдохе. Опустили. Резиной помогаем ноге подняться вверх, колено не сгибаем. Опустили.
Если у вас очень острая боль, вы можете начать с немножко согнутого колена. То есть, соответственно, приподнимая ногу чуть-чуть согнутую до максимальной амплитуды, в конце стараемся ее разогнуть в ровное положение. Вернулись в исходное. Также, если вы чувствуете острую боль, перед этим упражнением можно по длине боли пройтись холодовым компрессом по 5-10 секунд на точку. И пятое упражнение. Берем обычный теннисный мячик, у меня это метательный мячик, вы можете также в интернете, в спорттоварах найти себе, приобрести. Кладем под грушевидную мышцу, которая находится между ягодичной и между поясницей. Вдавливаем максимально мячиком в эту область и раскатываем. Мы будем чувствовать максимально болезненные точки. Вот заходите прямо в эти точки. Не бойтесь, убирайте триггерное образование. Друзья, даю 100%. Выполняя данный комплекс, уже в первый день вы почувствуете облегчение. Если вам он понравился, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал, колокольчик для того, чтобы первым узнавать полезные видео. И до скорых встреч!